Записываем. Значит, поэтому мы говорим не просто о свете любви как таковом, да, то есть, а может быть о неком качестве этого света, который можно назвать биолазерным, да, то есть мы можем стать биолазерами и проявлять свой свет как некий концентрированный поток, с помощью которого, опять же, что мы делаем? Мы не влияем на что-то, не пытаемся как бы вот требовать от другого человека чего-то, то, что мы хотим от него добиться, да, то есть как бы, а мы пытаемся наладить связь для того, чтобы можно было из одной части, из другой создать что-то общее, что-то более общее, чем оно есть, да, то есть и за счет этого соединения получить новое качество в себе, в окружающем мире, проявить эти качества для того, чтобы эта жизнь вокруг становилась лучше, то есть подсветить собой этот мир. Поэтому вот когда мы говорим о сообществе «Несущие свет», кто такие несущие свет? Ну, в принципе, это все люди, да, то есть у всех есть вот эта световая часть. То есть все являются носителями света, все они его несут. Но у нас как его несут? Несут по-разному, потому что кто-то воспринимает этот свет, кто-то говорит, и вообще его нету, там вот как-то в «Науке жизни» в журнале пытались опубликовать статью про кирлиановское излучение и упомянули слово «аура». Так те завернули эту статью и сказали, аура не существует. Наша редакция не согласна с этим термином. Как бы. Хотя вот прибор, вот есть измерения, да, то есть как бы, но нет, это вот мы не согласны и все. Поэтому то, что вот может быть восприниматься другими людьми, но не замечаться, это и есть вот эта вот наша световая часть, наша проявленная на самом деле любовь. То есть что-то мы можем из этой части зафиксировать, но большую часть на самом деле кирляновское излучение не фиксирует. Поэтому, но вот этот поток света мы можем использовать, да, то есть его концентрировать, уплотнять и проявлять вот это вот собственную биолазерность как возможность создания прочных связей вне времени и вне пространства с другими людьми, с другими сущностями, не обязательно людьми, да, то есть как бы вокруг множество живых объектов, и это тоже части вот этого божественного мира, и с ними тоже нужно налаживать контакты, с деревьями, с животными, и с насекомыми, да с кем угодно, да, то есть как бы, даже с мегалитами, которые вот где-то находятся, можно с духами земли, с духами пространства, да, с духами стихий. То есть все, что может, до чего ваша мысль может прикоснуться, вы с этим можете налаживать связи через собственный свет. Ну, а вот потенциал любви, карточка, она только помогает делать это более эффективно. Он говорит, как к страданиям относятся, как к форме любви Бога к человеку. Да я так думаю, что страдание это все-таки есть сострадание, да, то есть как бы как возможность разделить эту боль для того, чтобы ее уменьшить. Вот. А страдать, вообще-то говоря, Бог никого, я так думаю, не заставляет и не пытается. То есть человек вот эти страдания вызывает собственными действиями, которые являются некой ошибкой. Да, то есть ошибочных действий, то есть вот есть некая стратегическая линия, то есть настройки на вот это божественное я, которое можно усиливать и проявлять, а можно уйти в сторону и начать что-то делать вне этого вот глобального настроя. Ну и тогда мы, соответственно, начинаем отклоняться, как говорят, раньше говорили, от линии партии, вот, но вот от некой нашей божественной сути уходим, скажем так, от этой защиты, которая нам предоставлена Богом, и начинаем на себя проявлять какие-то вот недостатки этого мира, не потому что мы как бы вот чего-то там не заслужили, а просто не смогли удержаться вот в этом потоке любви, в потоке радости, в потоке благодати, и поэтому из него периодически выпадаем. А карточка потенциала любви – это помощник в том, чтобы наладить эту связь, наладить, ощутить вот эти гиперотношения с миром. Ну вот мы на вебинарах пытаемся этому немножко освоить вот эти практики, техники для того, чтобы применять это в повседневной жизни. Но не только для этого применять, да, то есть, но и еще и развиваться при этом, потому что
когда мы налаживаем с помощью световых связей отношения, да, то есть на уровне структурных связей, то есть мы начинаем что, обмениваться качествами, да, то есть мы налаживаем, когда вот эту связь, да, то есть появляется канал, по которому начинает идти информация. Но она идет в одну сторону и в другую. И то, что у человека наработано как некие качества, могут перетекать сюда. Да, то есть отсюда могут перетекать туда. То есть происходит такая обменность. Это не значит, что если это оттуда перетекло, то этого здесь стало меньше, а там теперь там появилось, а здесь не стало. То есть это как идеи. Да, то есть вот у нас есть у меня идея. Я ее с кем-то поделился, этой идеей, а тот человек со мной поделился какой-то идеей. Но теперь у нас у каждого есть две идеи, да, то есть, а не одна. То же самое происходит, вот, когда мы обмениваемся светом. Есть какое-то качество, оно транслировалось как некая функция световая, да, как волновая функция, и как пришла другая волновая функция. Они объединились в одном теле, и появилось, мало того, что эти качества теперь становятся доступны, появляется новое качество, которое не было ни там, ни там. Особенно это возможно, когда люди делают это целенаправленно. Почему это важно? Ну, потому что перед человечеством стоят очень большие задачи. Глобальные, скажем так, да, то есть глобального развития. Вот я тут выставлял в чате фрагмент выступления Сухоноса, да, то есть он говорит, что вот человек, его надо, творческого человека, поддерживать. Почему? Ну, творческий человек, он генерирует как бы все время что-то новое, то есть он создает новый свет, новое время. А за счет этого появляется что? Появляется новая жизнь на самом деле. Я уже упоминал такого писателя Станислава Лема, который написал много разных фантастических книг. Ну, это вот и «Солярис», например, там много, наиболее известное его произведение, фильм по нему был Тарковским снят, «Непобедимый», там «Звездные дневники Иона Тихого», много еще других. Вот. Но он футуролог, и он изучал, как же развивается наука, как развивается человечество, и написал на эту тему книгу. Называется она «Сумма технологий». И вот он там как раз просматривал, как идет развитие человечества, как развиваются технологии, показал, что на данном научный метод, который есть сейчас, да, то есть как бы в науке существующий, он ограничен тем, что он экстенсивен. То есть для того, чтобы надо все больше и больше ресурсов, чтобы получать все новое и новое знание. И получается, что мы имеем ограничения по ресурсам. Мы не можем бесконечное количество ресурсов вкладывать, чтобы получать эти знания. И поэтому есть некий предел, вот, который, скорость развития науки. Есть ограничения, и появляются зоны в научном знании, которых, они все более и более разделяются зонами незнания. И хотя, вот я говорю, Сократ такую интересную мысль сказал, я знаю, что я ничего не знаю, но тем не менее до многих она не доходит. Те знания, которыми он обладает, это, можно сказать, ноль по сравнению с теми знаниями, которые могут быть, допустим, через совсем небольшое время. И вот эта лавина знаний, которая на нас валится, она нам не дает, на самом деле, разбираться в каких-то вещах, которые могли бы мы разобраться. То есть когда-то знаний научных было мало. Да, и ученые, которые начинали разрабатывать эти научные методы, они были универсалы, и они работали во всех областях. Ну, возьмите того же Ломоносова. Да, то есть он во всех областях науки сделал какие-то открытия. Да? Даже в стекловарении. Сделал там стекла варил, смальты делал там и так далее. Стихи писал, то есть универсал был. Тоже касалось и других. Ньютон, Лавуазье и многие-многие другие. Те, которые в это время творили, они были все универсалами. Ну а дальше все, дальше началось разделение науки на разные ручейки. Да, то есть чем дальше, то есть как бы сначала это физика, химия, такие глобальные такие, да, то есть математика, биология, то есть, да, а дальше еще разделение пошло, да, это физика твердого тела, физика там, гидравлика, там еще чего-то, то есть как бы физически появились целый ряд физических наук, потом часть химических наук, множество появилось, там физика, химия, коллоидная химия, там органическая химия, неорганическая, там и так далее, и так далее.
То же самое касается биологии, генной инженерии. Там сейчас есть те, которые изучают растения, есть кто-то изучает животных, кто-то изучает еще что-то. Поэтому множество направлений, которые очень часто иногда вообще никак не пересекаются друг с другом. Поэтому мы видим такой вот расползающийся осьминожек, который все дальше и дальше щупальца тянет вроде в разные стороны, как научные знания, но все больше и больше каждое щупальце отделяется одно от другого. Да? То есть, и в пределе что мы получим? Мы в пределе получим, если так развивать, то некие на границе вот с областью совсем незнания, где совсем ничего не известно, получаются некие точечки, которые нас вот там как бы будем иметь в этой вот области. То есть точечное как бы соединение. Ну и что тогда? То есть получается, что наука вырождается полностью в силу того, что она не может обеспечить. Плюс еще куча всяких ложных знаний, фейков. Там Лилия выставила там крик души Отсюковского, покойного, эфиродинамика, что вот, в общем-то, Академия наук занимается тем, что душит другие направления. Почему душит? Ну уж опять же борьба за ресурсы. Если только можно пустить только те направления, ну, которые мы сами можем, под которые загрести ресурсы. А если мы вдруг, не дай бог, пустят, то туда начнут деньги выделять, а мы окажемся не при деле. Ну вот и все. Получается, что, опять же, замкнутый круг. Ну вот Станислав Лем, анализируя, пришел к выводу, что, в общем-то, ничего хорошего от этого не будет. То есть все больше и больше будет различных техногенных катастроф, которые, в конце концов, человечество приведут к гибели. Он говорит, ну вот если, допустим, да, компьютеры, искусственный интеллект, может быть, передать управление ему, раз человек не будет справляться, да, то есть как бы, и тогда там нам он поможет. Ну вот анализируя, как бы у него тоже там посвящено несколько глав кибернетики, ее путем развития. Это еще было еще в 60-е годы, когда только-только это все зарождалось. И он тоже очень убедительно показал, что ничего хорошего из применения искусственного интеллекта для управления не получится. Почему не получится? Ну потому что нет критериев оценок. Потому что многофакторные задачи требуют много критериальных каких-то вот систем оценок. А искусственный интеллект, он будет брать оценки из прошлого. То есть как работают вот эти системы искусственного интеллекта. Они анализируют какие-то большие массивы данных, big data, да, то есть как бы и на основе этих массивов делаются прогнозы, что система будет вести себя вот так или иначе. Но это еще можно сделать, если система также будет продолжать себя вести. А как сейчас вот всякие там говорят, черные лебеди прилетели, да, налетел, как появился фактор, которого никогда не было. И что теперь? Система, искусственный интеллект не в состоянии в таких условиях ничего, не принять какие-то решения, потому что нет информации, как вести себя. Он будет вырабатывать алгоритмы, которые были когда-то. Они же уже не рабочие. Да? То есть, поэтому, если отдать управление искусственному интеллекту, то, тем не менее, мы получим, опять же, уничтожение и человечества, и, может быть, и самого этого искусственного интеллекта. Это не значит, что нам он не нужен, да, то есть как бы нам вот эти массивы тоже нужны, потому что нам надо какой-то с лавиной информации как-то справляться, потому что иначе нам очень сложно в этом громадном массиве ориентироваться. Искусственный интеллект может помочь в этом плане, переработать эти громаднейшие массивы информации и выдать какую-то вот свертку, которая там заложена. Но лучше всего, конечно, делать синтез, да, то есть когда стратегию другую использовать. Какую стратегию использовать? Ну, Станислав Лем предложил, во-первых, такую, он говорит, что какая задача основная науки? Добывать информацию, да, то есть получать все больше и больше информации об окружающем мире и ее как-то вот использовать для чего-то. И мы видим, что научный метод очень действительно эффективен оказался. И вот все, что вокруг мы видим, то светлое будущее, в котором мы живем, оно уже наступило, потому что то, что было, допустим, там 30 лет назад, и то, что сейчас, ну, земля и небо, да, возьмите хотя бы по развитию всякой электроники и так далее. Но в чем проблема? В том, что мы не знаем, какое это будущее должно быть. Да, то есть и за счет этого нет возможности делать прогнозы по развитию событий. Если вдруг какая-то вспышка на Солнце, например, да, то есть какая, и накрыла вся электроника вместе со всеми спутниками там и так далее. Ну вот представьте себе, да, то есть еще при сегодняшней завязанности на управление этих самых, это еще
полбеды. Ну, что-то повырубается, ну, где-то что-то подтянут, потом перейдут на ручное управление. А еще пройдет лет 10, 15, 20, когда везде уже, там, в каждом стакане с водой будет стоять процессор с Wi-Fi. Что мы получим, да? То есть такую зависимость от этого все, что уже, если даже что-то накрывается, то накрывается глобально. Поэтому Станислав Лем предложил такую вот идею. Надо выращивать информацию, сделать систему, которая может выращивать информацию по образу и подобию природы. То есть природа – это некое божественное создание, а может быть, он говорит, ну, как бы не все согласны с этим, да, то есть, как бы, но тем не менее, мы говорим, вот есть природа, которая умеет создавать новую жизнь, новые виды живых существ и так далее. Ну вот давайте посмотрим требования, которые предъявил Станислав Лем к системе, которая должна выращивать информацию. То есть она должна ее создавать, новую информацию каким-то образом, таким, как это делает природа. Поэтому есть он, ну, как бы, анализируя природные вот эти вещи, он ее так и сформулировал. Давайте глянем, что же нам предлагает Станислав Лем. Вот. Ну, то есть эта система должна состоять из каких-то элементов, да, то есть или частиц, как он сказал. Эти частицы или элементы должны быть и собой одновременно отображением чего-то вне себя, моделью. Да? Например, фенотипы, представляющие собой информационную запись реального явления. Второе. Необходимо собирать и передавать внутрь исходную информацию. Ну, в эту систему. Да? То есть, должна быть система связи. То есть система сбора информации и передачи. Третье. Необходимо фильтровать полученную информацию, информационный селектор, который переводит внешнюю информацию на уровень частиц, каждая из которых представляет запись состояния явления или мгновенное сечение его динамической траектории. При этом в селекторе сталкиваются два информационных потока. Первая информация об изменениях частиц, а вторая информация о каково действительное состояние явления. Ну, это вот как бы, мы сейчас не будем в детали вдаваться, как бы вот что это, да, то есть как бы мы вот зацепимся за три элемента, значит, что должны быть частицы, которые могут быть и моделью одновременно являться собой, да, это, то есть и собой, и одновременно чем-то другим. Второе, да, необходимо собирать, передавать, ну, то есть должна быть система связи. И третье, да, то есть как бы мы должны эту информацию переводить в некую динамическую траекторию. Да, то есть по которой мы можем отследить, что же происходит в результате того, что вот мы какой-то процесс запустили, вот этот. То есть мы его анализируем и делаем выводы, а так это или не так, например. Да? Наша модель, вот, которую мы там вверху сделали, она правильная или неправильная. Вот. И что же произошло? Да, какой же... Вот. Я когда стал анализировать эксперт-операторное взаимодействие на предмет, соответствуют они этим признакам. И оказалось, что да, полностью соответствует. Вот, ну давайте сейчас еще раз глянем на то, что нам... Что же теперь мы можем, если проанализируем, допустим, что же происходит в эксперт-операторных системах. Значит, что, ну, во-первых, что является элементами, что может быть являться элементами, да, то есть как бы мы говорили как-то, что чтобы моделировать какие-то системы, да, система, мы можем смоделировать чем-то систему, если моделирующая система более сложная, чем ту, которую мы моделируем. И в этом плане у нас человек является самой сложной системой. Поэтому давайте вот мы посмотрим на такие слова. То есть в силу сложности человека он может быть моделью практически любого класса явлений. Он может быть фенотипически отображать реальные явления. Что это значит? Да? То есть что мы сами можем быть и вот частицей этой системы, и одновременно моделью, да, и системой отображения. Ну, о чем мы, в общем-то, и говорим. Что у нас, допустим, эксперт является чем? Системой отображения некой модели, которую мы запускаем в процессе взаимодействия. Он может динамически получать исходную информацию. Да? Он может изменяться под действием информации, реагировать на эти изменения, сравнивая исходную информацию с полученной. Вот. Значит, как это работает? Все. Это все работает, значит, вот когда мы говорим об эксперт-операторных взаимодействиях. То есть есть один человек, есть другой человек, да, то есть система А, система Б. Они начинают взаимодействовать, и между ними появляется что? Вот такой вот обменный канальчик.
То есть информация в одну сторону, информация в другую сторону идет. Да? То есть как бы они начинают превращаться в единое целое, то есть степень сложности у них повышается. Двусторонний обмен. Вот. Ну, мы как бы не будем сейчас вдаваться, мы тут математическим моделированием занимались, модель такую разработали, и вот на основании этой модели построили вот такую кривулю. Вот это как бы изменение информации в системе генерирующей, то есть у оператора происходит эта красненькая линия, а вот это вот синенькое, это изменения происходят уже у эксперта, такие изменения. И видно, что он вот в силу вот такого взаимодействия может выскакивать на уровень взаимодействия гораздо больший, на уровень результативности, чем тот, что предъявлял оператор. Да, то есть это как раз и есть система, которая позволяет создавать новое качество или создавать новую информацию. То есть поэтому, когда мы говорим о любви, мы говорим, что надо сделать, да, в первую очередь. Надо в первую очередь создать канал, создать связь, световую связь между одним объектом и другим объектом. Поэтому как применять карту? Значит, надо налаживать вот эту связь. То есть представить, что от вас идет вот такой луч, который соединяется со световым телом другого человека, не с человеком, а с его световым телом. Да? Появляется от вас, от вашего шарика светового идет свет туда. И оттуда начинает идти, и начинается обмен, информационный обмен. И в результате этого появляется, что возможность договариваться на уровне светов, без слов, минуя вербальные каналы, и можно получать информацию, минуя вербальные каналы, можно передавать информацию, минуя вербальные каналы. Ну, как вот на Востоке обмениваются знаниями с учителем, да? Пришел ученик к своему гуру, посидел несколько лет возле него, тот ему ничего, может быть, вообще не рассказывал, ну, или там гонял его каким-то там, пойди туда, сюда сходи, там, что-нибудь сделай там. А через некоторое время вдруг у человека в голове что-то перещелкнуло, и он что-то понял, да, что произошло. Озарение, да, то есть, наконец, свет прошел, свет его учителя его прочистил, обменность произошла, и знания к нему стали перетекать, и он их стал накапливать. В результате этого появилось новое понимание, новое осмысление, и какие-то качества у него новые появились. То есть, ну, вот один из вариантов такого вот взаимодействия. То есть, ну, это как бы мы его сейчас вот описываем в рамках световых отношений. Все эти световые отношения можно налаживать, я говорю, с чем угодно, с любой системой, с которой мы хотим провзаимодействовать. Хотим мы провзаимодействовать с духовой системой, пожалуйста, налаживайте систему с духом, но аккуратно. Ну, как бы, то есть надо договариваться с ними, а не просто так пытаться там их как-то напрягать. Хотим договариваться со стихиями, давайте договариваться со стихиями. Хотим договариваться с окружающим миром, надо договариваться. Но надо понимать, что этот мир, это тоже мы. И мы как бы договариваемся с частью самих себя. И свет, который от нас идет, это тот же самый свет, но который к нам уже и приходит. Просто он начинает усиливаться. Да, вот Наталья выпала. Значит, усиление этого света позволяет нам говорить о том, что вот если мы эту практику начинаем осваивать, да, то есть мы передаем свет, мы оттуда тоже начинаем получать, начинается накачка, да, как в лазере. У нас появляется вот это качество биолазера. И мы начинаем создавать условия для уплотнения света, для его взаимопроникновения, чтобы этот свет у нас мог идти на любом расстоянии, мы должны связываться. Если мы уходим как раз на структурный уровень, то возможно это. Почему? Потому что там нет расстояний. Да, то есть на структурном уровне мы все связаны в одно целое, как бы и мгновенно можно быть обмен. Но это как вот квантовая запутанность, о которой столько все говорят. Да? То есть когда частицы связаны в одно целое, и тогда изменения в одной частице тут же меняют другую частицу. И они на любом расстоянии могут находиться, сейчас вот уже на километры удается эту квантовую запутанность реализовывать. Вот. А здесь мы говорим о том, что вот эта квантовая запутанность может быть между людьми организована, может быть с чем угодно. Поэтому перед человечеством, да, то есть как бы, вернее, так, теперь как бы по поводу вот самого быстрого способа развития, о чем хотел я сказать, что вот соединение световыми частями друг с другом, да, светом любви, позволяет говорить о том, что мы можем наращивать качество быстро и легко.
Да, то есть не через там, брать лопату и копать от обеда и до забора, а через то, что мы можем создавать условия для, не только для обмена этими качествами, но и для превращения этих качеств. Вот если мы просто обучением занимаемся, то есть вот я, допустим, что-то рассказываю другому человеку, и этот человек там получает какие-то знания. Ну, знания разного типа может быть, да, то есть, ну, вот пример такой. Ну, как в сказках. Идет человек по дороге, и вдруг вот развилка, а тут камень, а на нем написано: налево пойдешь, там коня потеряешь, направо пойдешь, еще что-нибудь там найдешь, вот, прямо пойдешь, себя потеряешь. Вопрос в том, куда идти, да, то есть как бы вот в этих, можно ли выбор какой-то сделать, если непонятно, что ты теряешься, что ты находишь. Ну, здесь, если, допустим, если камня нет, ну, надо же выбор сделать, пошел по какой-то дороге. Шел, 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 пришел, смотрит, не туда пришел. Можно сказать: о, ошибка, потерял столько времени, не дай бог, горевать начать на эту тему. Да на самом деле нет. У тебя появилось знание, то есть вот чему порадоваться. Ну, она говорит: я теперь знаю, что сюда не надо, теперь можно пойти в другую сторону, и теперь, значит, точно уже мы как бы определились, что э, нам сюда не нужно. Но когда мы, допустим, приходим куда-то и начинаем об этом рассказывать, говорим: вот я шел, шел, и там вдруг я нашел замок. Увидел такой замок, и начинаем расписывать, какой замок я увидел. Что при этом происходит? В головах у других людей начинает картинка появляться, замка. В зависимости от того, как я описываю, у каждого своя картинка появится. Почему у каждого своя? Ну, потому что у каждого человека это совершенно разная личность. Да, то есть мы все отличаемся. Мы, ну, как бы настолько отличаемся, что иногда договориться просто невозможно. Мы перестаем друг друга понимать. Ну вот, у каждого появилось какое-то знание о том, что он принес. Ну, и он сходил, да, то есть он взял кусочек света, можно сказать, с этой местности, принес его и передал вот другим людям. Он может вообще ничего не рассказывать, просто посидел там, и все равно тот свет, который он взял в этом месте, он его посидел, он его передал. Но это вот одна часть. А другая часть, когда мы начинаем создавать новую информацию. А как ее можно создавать? А можно ее только вот на взаимодействии. Мы начинаем договариваться, да, то есть без слов, а с помощью света. И создаем условия для того, чтобы эти знания начали к нам приходить. Откуда они берутся, эти знания? Они есть в мире структур. В мире структур, ну, как некие структуры, как некие базовые принципы, которые есть. Но они могут проявиться в нашем мире, могут нет. Потому что там многомерные такие объекты. А нам их надо сюда спроецировать в виде вот какого-то трехмерного пространства временного объекта или события, или какой-нибудь системы взаимоотношений. Поэтому мы, настраиваясь на вот какую-то задачу, на какую-то цель и создавая возможности эксперт-операторных взаимодействий, да, мы начинаем настраиваться на нужную задачу. Поэтому мы не просто как бы с человеком взаимодействуем одновременно. Да, вот лучик направили, все, и теперь человек там будет, мы будем манипулировать. Мы сейчас сделаем чего-то такое, и он нам сразу все откроет, все кабинеты, где деньги лежат. На самом деле мы можем создать условия для того, чтобы и у того человека что-то прибавилось по отношению ко мне, и у меня прибавилось. Да? То есть создать новую информацию, создать новое знание. И что при этом произойдет? Это и есть как раз процесс выращивания информации. Мы создали новую информацию, и это стало кусочком этого мира. Это теперь, это как в библиотеку теперь. Вот в библиотеку времени попала вот эта запись. И дальше из этой библиотеки природа как бы начинает тоже компоновать, допустим, новое живое существо там, или еще что-то там. Но опять же в этой реальности что-то начнет проявляться не только у нас самих, а вообще в реальности как таковой. То есть получается, что каждый человек является таким вот конструктором богоподобным. И он в состоянии в процесс творения этого мира вкладывать свою частичку. Не просто быть потребителем, я сейчас себя подгребу, этот ресурс, какой там есть вокруг, побольше, проем его тут, а дальше трава не растет, то есть, лишь бы мне хватило. А здесь тогда другая система, то есть мы начинаем быть созидателями, созидать этот мир
Но это когда возможно? Когда есть вот эта вот возможность обмена светового. Чтобы я не пытаюсь кого-то направить, да, то есть как бы, а мы вместе что-то можем создать как одно целое. Потому что мы вместе более сложная система, чем каждый поодиночке. И свет, который появляется в результате того, что мы соединились, его не было никогда здесь. А теперь он есть. Поэтому световые технологии, эксперт-операторные, это как раз возможность преобразования этого мира. Но только, опять же, не в одиночку, я не буду сейчас переделывать мир под себя. Да, то есть, а я ощущаю вот эту целостность мира, я как бы своим световым телом могу коснуться любого объекта, прочувствовать этот объект и сделать что-то, чтобы было полезно и мне, и вот этому миру в целом. То есть, как бы вот о чем мы говорим. И светлицы тогда, то есть не только вот потенциал людей, но и все остальные, это помощники, которые бы позволили в этом процессе сделать все это более эффективно. Для чего? Чтобы убрать какие-то помехи, да, то, что мешает, чтобы наладить эти отношения, чтобы мы могли повысить мерность этих связей. То есть, короче, создать условия для реализации вот этой вот мечты Творца, который мечтает, чтобы его творение тоже стало Творцом, и стало в этом мире проявляться именно вот как сотворцом этого мира. Поэтому вот и есть такие глобальные задачи, стоящие перед человечеством. Ну, а вдруг мы сделаем ошибку? Да? Что-то вот взяли и не так сделали. Караул, что делать? Как исправлять? Но вот если мы как бы для себя делаем, для себя любимого, там, да, то есть подтягиваем ресурс, как раз вот эта вот вероятность ошибки очень высока. Опять же, почему? Потому что мы действуем в условиях нехватки информации. Мы же видим, да, какие информационные потоки вокруг проносятся, сумасшедшие. То есть загляни-ка в Google, и что там только нет. Но зачем нам это все? Нам же этого все не надо. Нам же надо кусочек маленький, какой-то вот раз, чтобы он к нам вовремя пришел. Вот если мы рассматриваем, что мы часть большой системы, да, глобальной, как бы глобальной сети, которая в этом мире проявляется как творец. Потому что одно дело, когда я являюсь творцом чего-то маленького, да, то есть как бы, а другое дело, когда я вкладываю как бы в общую копилку. То есть, ну, природа, она есть такая система глобальных сетей, в которую мы тоже все вписаны. Если мы, исходя из вот этих каких-то вот глобальных задач, которые есть у Творца, в реализации это действуем, да, то есть, то мы начинаем отрабатывать именно вот эту задачу безошибочно. Почему? Ну, потому что мы тогда настроены на глобальную систему. И любой наш шаг, он будет корректироваться автоматически всей системой. Потому что мы с ней связаны как бы вот глобально. Не только локально вот с людьми, которые вокруг меня, там рядом в семье, там на работе, да, то есть как бы, а со всем человечеством в целом. Ну и не только с человечеством, но и с другими системами. Тогда нет опасности сделать ошибку. Ну, если я даже ее нечаянно тут сделал, ну, следующий шаг, я ее сам же и исправлю, потому что я уже тогда в следующем шаге буду делать, с поправкой это делать. Причем я это делать буду не задумываясь, не буду думать, вот сейчас я шаг сделаю левой ногой, встану, вот эту мышцу я напрягу, и она у меня подвинет ногу на 18 градусов, а вот это вот еще на 5 градусов влево, а вот сюда нам надо вот такое вот сделать еще одно усилие, там как бы начинаем все мышцы перебирать. Если мы начнем как бы перебирать все мышцы, которые мы никогда ногу не поднимем и шага не сделаем, да, то есть как бы мы же это делаем автоматически, взяли и шагнули, да, немножко там хотел чуть-чуть левее, следующий шаг я делаю чуть-чуть правее, и все, шаг влево, шаг вправо, и все равно мы пошли прямо. То есть у нас эта система в нас заложена, да, вот безошибочности на самом деле, коррекция ошибок на каждом шаге. Поэтому если мы локально идем, ну, как самостоятельная единица, мне все пофигу, я один сам по себе и буду все делать только лишь бы мне было хорошо. Это одна стратегия. И она неизбежно когда-то заведет в тупик, и человек сам себя расшибет лоб или наступит на грабли. И другая стратегия. Я пытаюсь развить в себе вот это ощущение единства с миром
и начинаю действовать, исходя из этого. Тогда оператором является весь мир целом. А я эксперт, который вот проявляет. Но я оператор в чем-то другом, локальный оператор, который может быть в локальной системе создать что-то, как некий сотворец, в котором я могу как модель на себя выразить и вот эти качества новое в себе взять. То есть тогда я начинаю развитие, то есть я начинаю наращивать вот эти себе качества, и на каждом шаге есть приращение. Но я это не делаю не сам по себе, да, то есть я это иду как бы вот с некой группой, ну или хотя бы с одним человеком, который рядом. Да, то есть тогда я, когда говорю о любви, тогда я говорю, что любовь мне нужна для того, чтобы у меня появился кто-то, с кем я могу творить вместе. Тогда мы идем вместе, даже если мы в разные стороны идем. Да, то есть тогда мы как одно целое действуем. Вот это вот как бы качество, которое и позволяет потенциал любви усиливать и активировать. Ощущение себя как Творца. И тогда мы говорим о партнерских каких-то отношениях, как о возможностях вот это себе творчество выразить с кем-то. Да? То есть или этот человек помогает нам это творчество выразить, да? То есть или я ему помогаю, чтобы он как-то творчески проявился. И мы вместе вот начинаем друг друга в творческих процессах поддерживать, усиливать. А мир тогда начинает нас поддерживать. Да? То есть вот, ну, в организме клеточка, она же не сама по себе. Но она же не бегает там где-то там добывать кислород откуда-то. Да? То есть как бы ей это приносят и говорят, вот сколько у тебя кислорода, вот столько, на, пожалуйста. Сколько у тебя питательных веществ, столько, на, пожалуйста. Тогда вот в этом плане мы становимся частью как бы единого организма. Но это не процесс непростой, и как бы его надо выстраивать. Он же не сказать, что он уже все сделано, а нам только надо расслабиться и получить удовольствие. Поэтому здесь задача, мы как бы на пути. Вот мы шагнули на этот путь и потихонечку начинаем в него двигаться. Да? То есть и используем светлицы для того, чтобы нам этот путь был полегче, попроще, поприятнее. Да? То есть как бы, чтобы мы могли к связи это друг с другом налаживать более эффективно, чтобы мы могли начать это ощущать. И вот это творческое состояние в себе вызывать как можно чаще. Потому что часто мы так раз замахнулись, чуть-чуть подтергались там творчески, и потом расслабились. До следующего рывка. Потом говорим, вдохновения нету. Вдохновение его надо создавать. Его не сделаешь. Это надо все-таки тогда с кем-то попытаться. Давай-ка мы вместе что-нибудь поделаем. И вдохновлять друг друга на творческие подвиги. Я и говорю, что у каждого есть свои собственные, что их не надо, что надо сейчас все бросить и чем-то начать другим заниматься. Вы чем занимались, тем и надо заниматься, если вам это нравится. А вот если это не нравится, ну тогда надо поискать, чем же еще заняться. Можно ли договариваться с болезнью, чтобы она подцепила от тебя? Нет, с болезнью не договоришься. Надо договариваться с теми частями тела, которые здоровые, чтобы их стало больше. Надо договариваться со здоровьем. А болезнь тогда сама уйдет. Потому что что такое болезнь? Это что-то, значит, вот какая-то часть у вас где-то нездоровая. Но надо договориться, где она нездоровая, чтобы вот это здоровье, оно в этой части начало проявляться. Ошибочность Богом запрограммирована. Нет, это как бы проект. Вот есть, вот смотрите, по поводу ошибочности, что она запрограммирована. Если мы не делаем ошибок, да, то мы никуда не двигаемся на самом деле. Мы же безошибочны, что нам что-то делать? Мы так все сделали уже, нам больше делать нечего. Да? То есть, как бы, есть вопрос развития. В чем? В том, что есть некие шаги куда-то, движения, да? То есть, и они требуют определенной коррекции. Потому что, ну, если заранее все известно, то какой смысл чего-то там добиваться? Поэтому ошибочность, она необходима. Потому что, как говорил там Христос, да, что миру не нужны праведники, миру нужны кающиеся. Потому что если человек делает ошибку и понял, что он делал ошибку, и раскаялся, ну вот и хорошо. Да, то есть он продвинулся куда-то на пути, он осознал чего-то, он получил приращение. А если человек считает, что он безошибочен, все, что он не делает, это все правильно,
но он на самом деле заблуждающийся. В нашем мире невозможно, да, то есть почему? Мы говорим, что на самом деле в этот мир проецирован более сложный мир, более многомерный. Да, то есть, и вот в рамках этого многомерного мира надо двигаться, а не в рамках вот этого трехмерного. Если мы делаем, исходя движение, нам задает вот этот многомерный мир, ну тогда вот у нас вести будет правильно. А если мы делаем, исходя из трехмерного, то мы делаем ошибку. То есть, ну, как бы такой парадокс. Но не делать шаги нельзя, потому что надо куда-то двигаться. Пока не дойдешь, ну, есть помехи, что-то мешает нам эту информацию принять. Надо уменьшить влияние помех. Но светлицы нам помогают в чем-то уменьшить влияние помех. Уменьшили влияние помех, начало что-то нам приходить, то, что раньше не приходило. Картинка разрешения экрана повысилась, увидели что-то, раньше этого не замечал. И теперь с учетом этого, теперь действую дальше. Если бы я раньше этого не учитывал это, да, то есть, ну, вот она ошибка как бы заложена. То есть ошибка как раз заложена в системе разрешения. Мне раньше это не разрешали, потому что я этого вообще не знал, что это можно. А теперь, оказывается, мне разрешили, теперь я знаю, что можно так сделать. Без карты связи не получится. Почему не получится? Ради бога, все можно и без светлиц жить, и без карты, без чего угодно. То есть, как бы мы говорим об усилении. Хотите как бы более эффективно двигаться, но применяйте вот инструменты. То есть можно пешком ходить из пункта А в пункт Б, а можно сесть на машину и поехать. Ну, как бы вот, можно без машины добраться, можно без машины добраться. Так, Андрей хотел что-то спросить. Ну, я не то что спросить, а так вот. Но по сути дела, то, что получается, если праведник, то, что человек поступает правильно, по сути дела, он не делает ошибок. А человек когда не делает ошибок? Когда он уверен, то есть человек постоянно делает одно и то же. И в данном случае у него не будет никакого развития. Вот. Он будет всегда делать правильно только тогда, когда делает что-то одинаковое. Конечно. Если ему надо шагнуть вперед куда-то, значит, уже будет какой-то элемент ошибки. Он либо у него получится что-то, но это не обязательно будет правильно. Как говорится, результат – это тоже результат, и отрицательный, и положительный. Вот. Но пока он не приобретет опыт, он не поймет, это правильно или неправильно. То есть, если человек хочет двигаться вперед, он должен делать ошибки, он должен делать шаги. А какие они будут, правильные или неправильные, это уже будет решение потом. Ну, В тот согласен. момент, когда он делает шаг, он не знает, и никто этого не знает. Вот. Ну, А иногда может быть, бывает страшно. это может быть понятно будет через 100 лет, а может быть через 1000 лет. И никто не может сказать. Вот сейчас взять человечество вступило на технократический путь развития. Ну, по сути дела. Вот. А как это, правильно или неправильно? Вот кто-то говорит правильно, а кто-то неправильно. А все это узнаем, может быть, через 1000 лет, а может быть и завтра. То есть, Ну, ну, это мое мнение такое. да. То, что если хочешь развиваться, то надо делать ошибки. Ну, хорошо, что когда есть что-то одно другое дополняет. Поэтому, когда говорим о там, науке, о технике, то есть это хорошо. Но это не должно вытеснять как бы вот жизнь из жизни человека. Да? То есть как бы он не должен становиться менее живым. А так пришли друг к другу в гости, сели в свои мобильники, посидели напротив друг друга, разошлись. Да? То есть как бы вот у нас сейчас часто мы видим, когда люди вот так вот даже пришли там в кафешку, за столиком сидят вместе, и опять же каждый в своем этом сидит. То есть как бы разобщенность появляется. То есть, а это потеря связности именно живого с живым. И за счет этого перестает быть ценностью вот это вот общение, без которого, в общем-то, развитие невозможно. Потому что как создавать нам вот эти вот связи? Ну, только с другими людьми, с живыми системами. Да, животное может нам... Вот, в чем, допустим, раньше вот на конях ездили, да, то есть как бы в чем преимущество этого вида транспорта? Они же более медленные, но зато конь возьмет и выведет человека, если ему
тот заблудился, например, да, то есть как бы не знает, куда ехать, или там плохо ему стало. А конь его взял и отвез туда, куда надо. А вот сейчас вот прочитал, да, то есть ехал там, на крузере какой-то товарищ, и что-то ему заплохело, вылетел навстречку и разбился. То есть как бы вот, пожалуйста, не только сам, еще и кого-то там за собой прихватил. То есть в этом плане вот живые системы, они становятся более устойчивыми. Все биологи говорят, что чем более разнообразен биоценоз, чем больше там живых существ, самых разных, тем более этот биоценоз устойчив к неблагоприятным условиям природы. Но вот есть подозрение, что на самом деле жизнь, она не только как бы вот зависит от внешних условий, но еще внешние условия зависят от того жизни. Если жизнь устойчива, она будет держать эти условия. Не будет вот этой болданки, да, то есть чем больше этой жизни, тем лучше для природы. Чем больше человек будет создавать новые жизни, тем он более устойчивым будет делать этот мир. Поэтому вот в глобальном плане перед человечеством стоит задача удержания этот мир вот от каких-то катастрофных ситуаций. Ну и за счет чего? За счет увеличения видового разнообразия, за счет создания новой жизни. И эксперты операторной технологии нам позволяют участвовать в этих процессах, создавать новую жизнь, создавать новое время жизни. Поэтому мы так этим немножко потихонечку занимаемся. А можно я Да, немножечко да. Андрея дополню или, может быть, уточню, что суть-то не в том, чтобы делать ошибки, суть в том, чтобы делать движение, но при этом надо быть готовым, что могут быть при этом движения ошибки. И надо быть готовым, что это можно исправить или корректировать. А не в том, что надо обязательно ошибаться, чтобы тогда у тебя будет развитие. Конечно, ошибок специально делать не надо ни в коем В случае. процессе ошибок можно себя сильно покалечить. Конечно. То есть, тоже вот, например, да, то есть вот наибольший, самый Суть способ выйти на улицу, открыть окно и шагнуть. Но мы же этого не делаем, мы же понимаем, что это не тот путь, которым надо идти, да, то есть как бы мы вышли, пошли, дошли до лестницы, спустились, там долго спускаемся по ступенькам, а вот самое быстрое это вот раз и там с 5-го этажа шагнул. Вот. То есть, опять же, если мы понимаем, что это не так, ну зачем мы этого будем делать? То есть, другое дело, что где-то мы не понимаем. Мы можем наткнуться на что-то, где мы не понимаем, мы начинаем туда лезть, а у нас нет чухалки, то есть мы не ощущаем. У нас вот это то, что называется интуиция, проскопия и так далее, оно не срабатывает. И мы не можем вот это понять, да, что мы ошибку-то совершаем. То есть, если мы головой начинаем думать логически, она нас сразу уводит не туда. Вот. А почувствовать, что вот это как раз сложность в этом плане, да, то есть что нам не хватает как бы вот в этой световой системе? Именно частоты канала, да, настройки на систему как единое целое, то есть вот этой эмерджентности, которая появляется, когда начинает объединяться множество новых качеств, с которыми ты не мог объединиться. А так каждому что? Надо все вот эти качества наработать, которые там есть какие-то там, научиться там летать, научиться телепатии там и так далее, и так далее. Но зачем, когда это может делать кто-то умеет, он наработал это качество, но в целом оно как бы может кому-то пригодиться в нужный момент, если ему транслировать это качество, оно развернется в нужный момент, когда ему это надо. Когда не надо, ему кажется, что его и нету. А если сетевые связи существуют, если сетевые связи настроены таким образом, что они могут поддержать человека в нужную минуту, да, то есть как бы то в нужную минуту ему приходят вот эти знания, понимание, что надо делать, и он это делает, и, естественно, уходит от каких-то вот настроений уныния, от настроения, что вот все плохо, все нехорошо. А наоборот, как бы, да наоборот, все хорошо. Проснулся сегодня утром, слава богу. Представляете, сколько людей в мире не проснулись вообще уже вот сегодня, если посчитать. Вот. А вы проснулись, у вас есть целый день впереди, как минимум, да, то есть, как бы, ну, и сколько-то еще предстоит интересного в этом мире узнать, увидеть, порадоваться этому миру и принять, как бы, к сведению то, что успеешь наработать. А глядишь, еще и что-то сделаешь такое нужное для мира. Не исчезнешь, как бы вот в суе, как бы там проел какой-то ресурс и исчез.
А оставил след, но след какой? Именно световой след, на который дальше ориентироваться будут уже множество других поколений, которые придут следом. А не только как бы вот что-то для себя материального утащил из этого мира. Я не говорю, что не надо ничего материального. Надо, потому что тело есть материальное. Его надо кормить, его надо холить или лелеять. И главное, его надо любить. Вот с этого надо и начинать, с любви к себе. И связь с самим собой, да, вот с тем божественным я, которое есть внутри, налаживать. Значит, у нас есть здесь структуры потенциала любви, которые прикреплены вот к этому каналу. Есть люди, у которых уже пожили с этой структурой несколько дней, и могут о ней рассказать чего-нибудь, о своих впечатлениях, своих каких-то вот интересных состояниях, которые не успели отметить за это. Давайте, ну что, давайте, наверное, перейдем к практике. То есть, как бы вот мы тут говорили, что будем развивать в себе вот это качество биолазера, чтобы быть, можно было соединяться на любом расстоянии с кем угодно, и это было ощущабельно, и это приносило некий результат. Ну, например, там человеку плохо, вы взяли ему, там, помогли через этот световой канал. Но вот, чтобы это у нас было, в первую очередь, надо нам вот этот световой канальчик, это свой собственный как бы настроить. Поэтому мы сейчас его будем настраивать на самом себя. Настраивать мы будем это дело через свет, который идет из глаз у нас самих. Да? То есть, поэтому мы себе сейчас будем смотреть прямо в глаза. Но у нас еще там есть такая структура, которая называется отрада. Как бы, что она делает, эта отрада? Будет она нам в чем помогать? В том, что тот свет, который у нас идет, он не только наш. Да? То есть где-то мы еще понабирали вот везде в разных местах какие-то еще света. И эти света могут нам в какой-то момент, мы уже говорили, мешать. Да? То есть поэтому нам надо лишний свет, ненужный, который нам в данный момент не очень-то и пригодится, а он может нас куда-то вот отклонять не туда, куда нам надо. Да? Мы его сейчас попробуем зачистить с помощью этой структуры. То есть у кого есть карточка отрада, вот она вот выглядит вот так вот, такая вот, с такими вот узорчиками. Да, то есть, тут у нас карточку видно, у меня опять фон достал совсем. Вот, значит, что мы делаем? Да? То есть берем эту карточку, настраиваемся на нее структуру. И попробуем ее ощутить. Да? То есть у кого нету карточки отрады, тот берет, вот как бы она как бы виртуальная существует, она же у нас к каналу подключена, точно так же берет, как бы, и вот как бы раз, как будто бы она у него в руках. И вот как бы соединили ручки вот так вот. И попробуем теперь с помощью этой карточки те цвета, которые у нас есть, да, то есть как бы трансформировать, то есть их немножко убрать. Но убрать не как бы, то есть мы не с ними не боремся, да, то есть мы же говорили уже. То есть это мы не боремся, мы повышаем этой карточкой мерность. Какую мерность? Ну вот, допустим, у нас есть тень, да, вот видите, тень от двух пальцев. А вот если вот так, то мы видим только одну тень, хотя пальцев два. Поэтому вот если мы как трехмерный объект, в нем смешались какие-то цвета, то где-то они вот в другом мире, в структурном, они могут быть отдельными объектами. Поэтому мы настраиваемся на вот эти вот цвета, которые, как, вот, ну, как бы вот на эту многомерную сущность, которую мы пытаемся с ними разделиться. Не бороться, опять же, да, то есть как бы каждый свет, он чему-то, для чего-то нужен, он для чего-то хорош в своем деле, то есть как бы, но в данный момент он нам может быть не нужен, потому что он нас отвлекает, например, да, то есть как бы, вот вы ложитесь спать, а вам с прожектором глаза светят, ну вам же это будет неприятно в это время засыпать, мелатонина будет меньше образовываться, поэтому мы вот сейчас попробуем отстроиться вот от этих цветов через взаимодействие с этой структурой. Но мы будем настраиваться через что? Мы не удаляем, а мы, наоборот, усиливаем вот тот собственный свет, который в нас есть. За счет чего это будет удаление? Если мы начинаем усиливать то, что у нас есть, нужное, вот это вот наша божественная как бы сущность,
этот свет, делать его более ярким, более насыщенным, более плотным, то, естественно, он начнет вытеснять все, что нам не надо. Вот мы сейчас этим вытеснением сейчас и займемся. Структура отрада нам будет помогать вытеснять то, что нам не надо, а то, что надо, мы будем усиливать структуры потенциала любви, которая присоединена у СКП, ну и которые уже многие присоединились. Потому что мы, когда взаимодействуем, мы одновременно еще что-то конструируем. Да? То есть соединяем цвета свои в единое целое, и это нам дает возможность проявить себя, вот эти творческие наши состояния, как сетевого объекта, который может реализовывать синтезное состояние. Не одного человека, а множество, из множества как бы вот составных частей что-то появляется. И оно будет соединяться не только вот друг с другом нас самих, да, то есть с миром в целом, с тем же искусственным интеллектом можем соединиться и с ним договориться на нужную степень взаимодействия и так далее. Ну что, сейчас мы запустим музыку. Дальше что мы будем делать? Смотреть к себе в глаза, больше ничего. И ощущать вот этот свет, который у нас идет, мы как бы его ощущаем как некий прожектор, который к нам светится, который к нам идет, вот этого многомерного божественного света, который из нас начинает как бы вот вытеснять все, что не надо. Карта отрада нам помогает в этом плане отстроиться за счет повышения мерности, а структура потенциала любви помогает нам соединиться, опять же, вот с этой божественной собственной сущностью, ее усилить, активировать. То есть одновременно процесс будут идти и синтеза, и распада, в смысле отделения, и соединения, и отделения. То есть мы плюс и минус, как бы два потока у нас идет. Один туда, другой сюда. Есть вопросы? Что надо делать? Все понятно? Если у кого есть вопросы, задавайте. Ну вот со светом я не поняла, цвета нужно какие-то? Что я пропустила? Цвета, что цвета? Не было? Про цветы. Нет. Ну, цвет. Просвещаем самих себя. Смотрим себе в глаза. Про цвет ничего не было, а то я услышала слово. Нет, свет есть, свет идет к нам. Цвет. Цвет это вы какие-то хотите, у вас, если будут разноцветные разные картинки, вы можете их наблюдать. Оля, ты можешь увидеть цвет своих глаз. Да, я уже вижу, Ну, присматриваюсь. Здесь я прошу, что наблюдать, с одной стороны, процесс ваш собственный, да, то есть как бы взаимодействие со светом, цветом, со своими чакрами там разноцветными и так далее. И попробовать посмотреть, а что же еще будет происходить в окружающем вас пространстве, вот в сетевом пространстве, ну, у кого есть возможность пофантазировать на эту тему. А потом обменяемся впечатлениями. Так, ну, если все нормально, значит, взяли вот эту вот карточку отраду в руки и начинаем таращиться себе в глаза. Вы видите, можете себя на экранчик большой, а можете также смотреть в маленькое окошечко. Это как вам лучше, как вам удобнее. Так, а я сейчас включу музыку. Так, хорошо. Ну, теперь давайте вот тот свет, который мы наполнили, как бы вот его возьмем вот так вот, сделаем в виде шарика. И вот этим светом попробуем как бы вот все, что у нас там где-то есть лишнее, убрать. Да? Вот как бы берем и снимаем. Берем и как бы вот соскабливаем, да, все, что не нужно. Берем, зацепили, соскоблили. Берем из себя и снимаем, да, и как бы в стороны куда-нибудь. Ну, можно там, как будто бы это какой-то огонь улетает. И все, что лишнее, все убирается. Ну вот. Хорошо. Немножко зачистили, как бы. Настроились на саму себя, на вот эту вот свою собственную творческую сущность, которая внутри каждого сидит и рвется в бой. Давайте теперь попробуем расширить, как бы вот. Мы сейчас будем смотреть не только на себя,
но и на того, кто рядом. Ну, как бы вот есть собственный взгляд, а есть рядышком кто-то вот у вас на экране. Ну, разные, только комбинации могут быть разные, у одних одни, у других другие, да, то есть как бы вы можете там вывести кого-нибудь, кого вы хотите, можете другого, лишь бы, ну, то есть тут какое-то распределение получится, кому-то больше, на кого-то больше будут смотреть, на кого-то меньше, неважно. Но мы как бы сейчас делаем парное, как бы, но смотрим не только как бы вот на этого человека, который рядом, но и одновременно на себя. Ну, как бы вот у нас два луча, мы как бы вот двумя лучами параллельно как бы просвечиваем. И что это происходит, да, вот. Ну, как вот мы там с картами показывали. Одна карта, другая, и они начинают соединяться. Мы вроде там перемешиваем что-то, вот цвета где-то идут куда-то, да, а они начинают сходиться и соединяются каким-то образом, и где-то начинают идти как один лучик. То есть не два луча уже, а дальше где-то они соединились и пошли как единый луч куда-то еще. Ну, как бы, и это вот таких лучей много, да, то есть вот у нас натягиваемые вот эти световые лучи друг с другом. Есть вопросы? Я просто не называю, кого, то есть никаких сейчас обязательств перед кем, кто должен на кого смотреть, нету. Да, то есть как бы параллельно, как бы вот есть один луч, есть другой, и мы их соединяем где-то там в пространстве вокруг Земли. Значит, настроились, во-первых, на вот этот потенциал любви, да, то есть как на некую систему, опять же, которая позволяет нам вот это состояние уловить, да, соединение, то есть которое позволяет нам соединить одно и другое и получить что-то новое, какое-то новое качество, которого у нас еще не было, но которое нам нужно, то, что мы перед этим сформулировали каждый свою какую-то задачу. У каждого она есть, и даже если не формулировали, она все равно есть, и можно просто сказать, да, я решаю какую-то свою задачу, которая мне очень нужна. Даже вы ее можете не называть. Хорошо. Ну и дальше поехали сразу. Переходим к следующей фазе нашего взаимодействия, которая заключается в том, что мы будем теперь смотреть на всех вместе сразу. Ну, как бы вот у нас есть много клеточек, и мы как бы не локально на кого-то смотрим, а мы как бы вот на всех сразу. Даже на тех, кто вот сейчас не рядом с нами. То есть, ну, то есть есть вот тут у нас же один экран, и есть другой. У нас на все на экране не помещаются на одном. Поэтому мы сейчас смотрим сразу и на тех, кто за этим. Ну и как бы на всех сразу, которые вокруг нас тоже есть. Да? То есть вот у нас есть родные, близкие, там, друзья, знакомые. Как бы вот мы представляем, что есть вот эта вот такая большая сеть, Бионет, и мы смотрим на каждый узелочек, который там. И как бы вот целиком вот на эту сеть мы посылаем свет своих глаз, своих биолазерных, как бы это, и накачиваем своим лазерным светом вот эту вот сеть как единую систему. И, соответственно, как мы часть этой системы, то есть мы получаем как бы вот некий поток, который идет к нам самим. Понятно, да? Ну, то есть расфокусируем зрение, как бы, и вот как бы вот поток куда-то туда, в эту сеть, в другое измерение, скажем так, потому что оно где-то даже не здесь. А у нас как бы вот только модель такая, вот как бы есть вот некие клеточки нашего поля игрового, и мы с ними взаимодействуем. Ну что, поехали? Ну, давайте еще раз вот так вот сделаем, как бы берем, если чего-то нам не нужно, снимем опять себя, стряхнем, как говорят, пыль с ушей. Ощущениями. То видите, мы как бы сейчас совсем не двигались, да, то есть как бы какая динамическая траектория была. Мы не двигались телом, да, а двигались душой и разумом. И всего этого все равно движение мы наблюдали. То есть мы наблюдали какие-то, может быть, движения потоков. Если кто-то что-то не наблюдал, это не значит, что ничего не происходило. Да, то есть как бы все равно вот в неком пространстве происходили какие-то световые потоки, они проходили туда-сюда, и тем не менее эти световые потоки для нас оказываются значимыми, если даже мы их не видим и не ощущаем. Но кто-то мог увидеть, кто-то мог их прочувствовать, потому что важно поймать состояние. То есть вот когда мы говорили вот на прошлом про карты, например, карты берутся и объединяются, да, это что некое состояние внутреннее, которое показывает, что как мир начинает на тебя реагировать, и ты вроде бы ничего не делаешь, а оно раз и реализуется. То же самое здесь. Мы вроде ничего такого не делали, но вот что-то в мире от этого меняется и проходит.
Ну, глаза, если встают, просто не надо напрягаться, надо легко это делать. То есть, как бы, не так, что мы сейчас там светим вот изо всех сил, как прожектор. Вот, а уже свет естественно идет, он идет и идет. Даже если мы глаза закроем, он все равно будет идти. Светимость повысилась, придет из глаз. И не только из глаз, на самом деле, еще из ушей и из носа. Да, тут как бы вот важно, чтобы мы вот в таких вот вещах чувствовали себя легко и непринужденно. Даже вот мы с картой, со структурой вот этой потенциала любви. Мы же не пытаемся напрягать кого-то, человека, да? То есть мы как бы светим его, подсвечиваем, от этого человеку стало хорошо. Ну вот такое как бы состояние надо все вызывать, а не пытаться там продавливать что-то своим светом или что-то там делать. Благодарю всех участников сегодняшнего нашей встречи. Спасибо вам большое за радостную встречу. То есть всегда приятно с вами вас всех видеть.